Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Пластинина, и это видео снято специально для сайта Artmarker.ru. Сегодня мы будем рисовать классический камин. Палитру я подобрала повеселее, чем на исходном фото. Сам камин буду рисовать с фотографии, он будет белый, а пол, картину и стену над камином сделаю цветными. Тени на камин холодные серые маркеры Zig Color Twin S. Теплый оттенок на деревянный пол, темно-синий фон за камином. Два браш-маркера тепло-серый и горчичный для картины и плитки. В конце воспользуюсь белым маркером Zig Posterman и 0,5 черным линером. Ну что же, можем начинать. Я уже сделала предварительный эскиз линером, и сейчас начну со светлого холодного серого оттенка. Буду работать над камином, создавая его объем за счет теней, постепенно переходя на более темные оттенки серого. Оставлю пока камин в покое и проработаю плитку теплым вторым серым. И залью плоскость пола. Когда маркер подсохнет, он еще поменяет цвет на более натуральный. Эти же два цвета будут присутствовать на картине, которая стоит на каминной полке. Добавлю в картину более ярких пятен. Фигуру человека обозначу также серыми холодными маркерами. Теплый серый браш-маркер для рамки картины и для деревяшек в камине. Еще больше проработаю тени на каминном портале. Темно-синим заливаю фон и сразу рисую падающие тени от всех предметов. Темно-серым еще пройдусь по камину
и залью декоративные вазочки на каминной полке. Далее линером 0,5 добавлю четкости. Сделаю блики белым маркером. И обведу скетч в рамку. Вот, пожалуй, все. Посмотрим еще раз на палитру. Все материалы, которыми я рисовала, вы можете приобрести на сайте artmarker.ru. Такой быстрый скетч не займет у вас много времени. Рисуйте камины, да и не только. Открывайте необычное в обычных вещах. С вами была Екатерина Пластинина. Спасибо. До новых встреч.